Здравствуйте! Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. Экран мерцает. Вдалеке слышны вспышки фотоаппаратов. Потом тишина. На экране появляется заголовок, напечатанный жирными красными буквами. «Лжи закончились». И в этот момент весь мир шоу-бизнеса замирает. Никто этого не ожидал. Ни фанаты, ни компания, даже не сами BTS. Все началось как обычный вечер, пока голос RM не прорезал тишину, эхом разлетаясь по миллионам экранов по всему миру. То, что начиналось как обычная трансляция, вскоре превратилось в один из самых шокирующих моментов в истории кей-поп. Через несколько секунд социальные сети рухнули под тяжестью недоверия. Twitter, Instagram, Weverse – все платформы заполнил один и тот же вопрос. Что только что сказал RM? Лидер BTS, человек, известный своей мудростью и спокойствием, открыл дверь, о существовании которой никто не подозревал. Мир застыл в полной тишине, наблюдая, как RM смотрит прямо в камеру глазами, за которыми больше не прячется улыбка. Его голос не звучал сердито, но в нем чувствовалась тяжесть человека, слишком долго хранившего молчание. И тогда он произнес 7 слов, которые переписали все, что мы думали, что знали о BTS и хайп. Вы думаете, идолы контролируют свои истории? Мы нет. Интернет замер. Комментарии прекратились. Даже крупнейшие новостные издания не решались сообщать о том, что только что произошло, потому что это было не скандал, это было признание. Признание, способное потрясти не только фанатов, но и целую индустрию. RM продолжил. Его голос дрожал, но оставался уверенным. Пора перестать притворяться. Эти слова ударили сильнее любого бит-дропа, сильнее любого сценического выступления. Теперь речь шла не о славе. Речь шла о свободе. Он упомянул Тэхьона, затем Чингука. «Вы думаете, что знаете», — сказал он тихо, — «но вы не знаете». Каждое слово было как землетрясение. Фанаты будто чувствовали, как их сердца трескаются с каждой паузой, с каждым взглядом. Затем последовала фраза, которая все изменила. «Хайп контролирует больше, чем вы можете себе представить». Мир ахнул. Клипы вырезали, пересылали и таинственно удалялись так же быстро, как они появлялись. Но было уже поздно. Правда уже вырвалась наружу. RM наклонился к микрофону, его голос стал почти шепотом. Каверы Тэхьона, они не были одобрены. Это был его бунт. И вдруг все стало ясным. Тихие исчезновения, загадочные сообщения, молчание компании. Он не остановился. А прямые эфиры Чингука, они не были планированы. Он не выступал, он умолял. Фанаты плакали прямо в чате. Это было не искусство, это была боль. И теперь маска слетела. Фандом взорвался. Хэштег HypeExposed, хэштег FreeChinGuk, хэштег ProtectTaehyun стали мировыми трендами за минуты. Слезы, замешательство, гнев – все слилось в единый крик души. Голос RM дрогнул снова. «Их наказывают за честность», – сказал он, – «но я больше не буду молчать». Экран мигнул. Статика. Тишина. Трансляция внезапно оборвалась. Миллионы людей кричали, что с ним произошло, но ответов не было. Через несколько часов фанаты начали делиться фрагментами, собирая воедино то, что RM успел сказать. А потом новый поворот. Появился отчет. Тэхьон работает над секретным мировым проектом, полностью вне контроля хайп. Без менеджеров, без одобрений, только искусство. Заявление о независимости, замаскированное под творчество. Хайп растерялась. Были созваны экстренные совещания, привлекли юристов. Но бурю уже нельзя было остановить. Трещины в империи стали появляться. Затем молчание нарушил Чингук. 3 слова появились в его личном аккаунте. Он не ошибался. Фандом снова взорвался. Эти слова подтвердили, что RM говорил правду.
Тем временем ведущие корейские издания опубликовали новый заголовок. RM вошел в число 20 самых влиятельных фигур корейского арт-рынка. Ирония была убийственной. Пока хайп пыталась заставить его замолчать, весь мир восхвалял RM как голос правды и свободы. Фонд культурного наследия Paradise Cultural Foundation назвал его культурным лидером, вдохновляющим на честность, а его предстоящая выставка в Музее современного искусства Сан-Франциско стала одной из самых обсуждаемых тем в мире искусства. RM больше не был просто идолом, он стал революционером. Тэхьон, напротив, хранил молчание, но это молчание говорило громче любых слов. Источники, близкие к нему, сообщили, что он сосредоточен на модных коллаборациях и новых художественных проектах 2026 года вдали от влияния хайп. Это не было неповиновение, это было освобождение. Чингук оставался спокоен среди хаоса. Фанаты заметили его выдержку, спокойствие и осознанный выбор не реагировать эмоционально. Его тишина не была слабостью, а силой, тихим протестом против манипуляций. Последние слова RM эхом разошлись по всем платформам. «Правда не ждет разрешения». Эта фраза стала гимном. Это не было сообщением хайп, это было обращение к миру. Потому что все это было больше, чем музыка. Это было о контроле, идентичности и свободе. RM провел черту. А Тэхьон и Чингук стояли за ним, молча, но в солидарности. Компания молчала. Никаких ответов, никаких опровержений, только тишина, становящаяся все громче с каждым часом. Тем временем фанаты заполнили улицы Сеула, Токио, Парижа и Нью-Йорка с плакатами «Мы стоим за правду». Даже мировые СМИ The Guardian, Le Monde, Rolling Stone писали об этом. Париж, особенно Париж, был поражен. Совсем недавно Тэхьон покорил Парижскую неделю моды, превратив ее в сцену силы и элегантности. А теперь тот же город шептал его имя с недоверием. От модных домов до арт-галерей все задавались одним вопросом. Что же на самом деле происходило за стенами хайп? Ответ, возможно, все еще скрыт. Но одно ясно. Иллюзия разрушена. Правда жива. И на этот раз она не уйдет тихо. Камера отъезжает, музыка затихает. На экране появляется финальная надпись. Это только начало. Когда экран темнеет, мир, затаив дыхание, в ожидании того, что будет дальше. Но шок не закончился. В течение 24 часов международные агентства начали публиковать переводы слов RM. Корейские, английские, японские и французские СМИ выпускали заголовки о крахе идеального образа кей-поп. Каждое предложение, произнесенное RM, разбирали, анализировали и обсуждали эксперты, журналисты и фанаты. То, что начиналось как просто трансляция, стало культурным переломным моментом, тем, что ни одна компания уже не могла контролировать. На следующий день акции хайп заметно упали. Инвесторы требовали объяснений, но компания молчала. Это молчание лишь усилило подозрения. Люди начали задаваться вопросом: если RM слагал, почему хайп не опровергает? Это отсутствие ответа стало самым громким ответом из всех. За глянцевым фасадом кей-поп, казалось, скрывалось что-то гораздо более темное. Тем временем преданные фанаты Тэхьона, известные своей силой и умом, начали действовать. Они документировали каждое проявление контроля хайп, каждое исчезновение контента, каждый случай цензуры. Посты в X, бывшим Twitter, становились виральными за часы, набирая миллионы просмотров. Хэштег #ProtectTaehyun перестал быть просто трендом. Он стал движением. И впервые фанаты не боялись поставить под сомнение систему, которой когда-то доверяли. Молчательный протест Чингука вызвал другую реакцию. Его три слова «он не ошибался» стали мировым символом солидарности. Они эхом разошлись по YouTube, TikTok и фанатским форумам. Художники со всего мира репостили его слова, называя смелость RM поворотным моментом в истории музыки. Даже западные музыканты начали высказываться. Кто-то восхищался его честностью, кто-то предупреждал о последствиях. Казалось, началась революция, которую уже никто не сможет остановить.
Сам Рэм исчез на несколько дней после трансляции, заставив фанатов волноваться о его безопасности. Но когда он наконец появился, коротким постом о своем искусстве в Инстаграм, подпись была пугающе спокойной. «Молчание – тоже ответ». Эта фраза вновь разжигла пламя. Она напомнила всем: он не сдался. Он просто ждал, когда буря уляжется, а правда продолжит распространяться сама. И вот здесь все меняется. Лжи больше нет. Правда вышла наружу, и больше ничего уже не будет прежним. Это не конец. Это только начало. Спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами, оставайтесь любопытными и никогда не переставайте искать правду.